Приветствую тебя, дорогой подписчик! На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и пиши в комментариях, что именно тебе понравилось и какие темы видео ты бы хотел видеть здесь. На краю маленького села, вдали от суеты и жизненного ритма, скрывалась Сикот, самая строгая и большая тюрьма в мире. Эта тюрьма рассчитана на 40 заключенных, но вскоре она станет домом для сотен опасных преступников, включая членов банд МС, 13 и других Notorious-группировок. Сикотс была построена как крепость для содержания самых известных преступников Сальвадора, и ее каменные стены хранят в себе множество тайн, страха и надежд. Тюрьма зародилась из раскаленной лавы насилия и хаоса, охватившего страну после множества лет гражданских конфликтов. Заключенные здесь – люди, чьи жизни были пропитаны преступлениями, дотациями насилия и страхом. Каждый из них носил свой собственный крест, свое собственное бремя. По мере приближения к тюрьме могла чувствоваться напряженность. Дорога, ведущая к Сикоту, была обвита высоченными колючими проволоками и охранялась солдатами. Эта несвященная земля стала пристанищем для тех, кто был затянут в водоворот криминала и опасностей. В марте 2022 года начались репрессии против банд при администрации президента Наиба Букеле. Эти меры стали частью масштабной кампании по борьбе с организованной преступностью, которая наводнила страну. За 16 месяцев арестовали более 70 тысяч человек, целых 2% взрослого населения Сальвадора. Это было время, когда страх стал повседневной реальностью, когда человеческие судьбы стали разрываемыми на куски. Массовые операции по аресту проходили по всей стране, и тысячи членов банд были доставлены в Сикот в ходе ночных операций, где под покровом тьмы происходили жесткие столкновения с органами правопорядка. Каждый новый арест стал чередой разрушенных судеб и уничтоженных жизней. Заключенные, попадая за решетку, теряли все – надежды, мечты и, возможно, остатки человечности. Сикот представляла собой огромную конструкцию в рамках 410 акров земли, состоящую из 8 модулей, каждый из которых тщательно охранялся. Каждая пара модулей окружалась двумя стенами высотой в 3 метра, на которых виднелись острые куски колючей проволоки. Весь комплекс был завершен 9-метровой стеной, которая обвивала здание здания, дополненной 3-метровым электрическим ограждением с напряжением в 15 вольт. Охранники не оставляли места для самонадеянных попыток покинуть тюрьму. Вдоль всего периметра располагались 19 сторожевых вышек, откуда охранники могли следить за каждым движением заключенных. Глушилки блокировали все сигналы в радиусе 2 километров от тюрьмы, чтобы никто не мог прослушивать, переписываться или даже планировать побег. Каждое утро полдюжины солдат проверяли периметр, полностью защищая тюрьму от возможных беспорядков. Каждый вновь прибывший проходил тщательный досмотр с помощью современного сканера тела. Заключенные были полностью изолированы от внешнего мира. В комнате регистрации они снимали отпечатки пальцев и фотографировались для внесения в систему. Это была не просто формальная процедура. Это означало полное исчезновение их прошлого, их идентичности. Заключенные теряли все контакты с близкими на всю оставшуюся жизнь. Многие невинные люди могли оказаться в этой тюрьме по ошибке, подвергнувшись необоснованным арестам и беспрецедентным репрессиям. Система, построенная на страхе, не щадила никого, а призрак одиночества и изоляции преследовал людей на каждом шагу. На случай возможных беспорядков в Сикоте был создан оружейный склад. На охранников, служащих в тюрьме, лежала огромная ответственность. Они использовали винтовки Т-65 и дробовики 12-го калибра, готовясь к любой угрозе. Каждый миг мог обернуться взрывом насилия, и охранники полностью защищались от возможных нападений. Тюрьма была неотъемлемой частью системы с глубокими корнями, укоренившимися в истории Сальвадора.
Каждый день заключенные были свидетелями жестокости, которая царила за стенами тюрьмы. В условиях постоянной угрозы даже самые сильные духом могли сломаться. Заключенные были приговорены к длительным срокам и никогда не выйдут на свободу. Каждый из них жил в условиях, о которых трудно было даже представить. Каждый заключенный имел лишь 0,5 квадратных метра личного пространства. Бесконечно мало для человеческого существования. Заключенные не имели права на проветривание или выход из камеры. Гигиенические условия в Сикоте были далеки от идеала. Общие туалеты и души стояли на месте, где когда-то были надежды и мечты. Заключенные использовали пластиковые ковши для мытья в общем тазу. Питьевая вода поступала из одной синей бочки, и никто не знал, насколько она безопасна для здоровья. Заключенные спали на металлических нарах, без матрасов и подушек, каждую ночь теряя надежду на лучшее. Стены их камер были холодными и бездушными, напоминали о том, что свобода — это лишь слово, которому они стали чужды. В этом мрачном мире татуировки стали символом жестокого существования и жизненного опыта. Одна из самых характерных татуировок — капля, которая символизировала оборванные жизни. Каждая капля указывала на количество жизней, унесенных владельцем татуировки. Многие из них оставили след в этой темной вселенной, где смерть и насилие стали нормой. Некоторые заключенные делали надписи на своих телах: «Смейся сейчас, плачь потом», изображая маски или клоунов. Эти татуировки говорили о стойкости перед трудностями и страданиях, которые так или иначе стали частью их жизни. В этом мире печали и разочарования они искали способ выразить себя без слов. Охранники наблюдали за заключенными с возвышений над камерами. Обширная сеть камер круглосуточно следила за каждым углом, что добавляло чувство давления и подавленности. Модули были освещены днем и ночью, чтобы даже в темноте никто не мог укрыться от слежки. Несмотря на подавленность, в тюрьме проводились занятия. Проповедник приходил на уроки Библии, принося крошечное зерно надежды к тем, кто долгое время жил в унынии. Заключенные занимались физическими упражнениями под строгим присмотром вооруженной охраны. Однако эти занятия проводились всего 1 час в неделю. Несравнимо мало для тех, кому не хватает даже пространства. Они пытались извлечь любую радость из своих дней, но каждый миг становился испытанием их воли. Заключенные учились, но очень часто не понимали, что это было для них. Это была просто форма выживания, способ оставить вспышки надежды даже в таких унылых условиях. Заключенные пытались отдавать приказы наружу, но их сообщения подвергались строгой цензуре. Никто не знал, насколько их попытки общения были напрасны. Власти угрожали применить еще более суровые меры к заключенным членам преступных организаций. Режим подавления создавал атмосферу постоянного страха и недоверия, где даже самые простые попытки общения становились актами отчаяния. Каждая ночь приносила новые опасности, каждый день — новые тени. Заключенные были уверены, что их голоса никогда не будут услышаны, а их страдания останутся незамеченными. Питание заключенных также вызывало массу жалоб. Трехразовое питание состояло из однообразной еды. На завтрак подавали бобы и рис. На обед — белый рис и макароны. Вечерний ужин не сильно отличался от обеда и завтрака. Недостаток белка в рационе мог привести к дефициту питательных веществ, и многие страдали от недоедания. Питание стало отражением жестокости естества. Ограниченное и довольно примитивное, оно демонстрировало, как система искала возможности минимизировать расходы на содержание заключенных. Каждый обед превращался в бой за существование. С каждым куском риса, который они пытались проглотить в черной бездне тюремной жизни. Заключенные, нарушающие правила, отправлялись в изоляторы на срок до 15 дней. Эти каменные клетки были местами, где потерялось даже понятие времени.
Двери камер опечатывались, и заключенные никогда не знали, сколько их будут держать внутри. Психологическая нестабильность добавляла тоски в эти мизерные условия существования. Условия в изоляторе были суровыми. Бетонная кровать, отсутствие доступа к свету и воздуху. Это была еще одна форма тотального подавления, изоляции и несчастья. Каждый день, проведенный в темноте, становился испытанием, убивая душу и мечты людей, каждый из которых спрятал в своем сознании ненависть к жизни за пределами этих стен. Однажды, под напором обстоятельств, с охраны состоялось интервью с одним из заключенных. Марвин Эрнесто Васкес, известный как «Псих», охотно рассказал о своем криминальном прошлом. Он присоединился к преступной организации в 2004 году, когда ему было всего 11 лет. Исчезновение семьи стало его вторым крестом, который он носил с собой в мир грязного насилия. Он делился горькими воспоминаниями о том, как жизнь семьи разрывалась на куски из-за битв между бандами, как темные тени сжирали их надежды. Он рассказал о множестве ошибок, о том, как тяжело было выбраться из этого водоворота. Каждый раз, когда он вспоминал о своих друзьях, оставленных за стенами, ему становилось болезненно ясно, что такое жизнь без свободы. С каждым годом заключенная жизнь меняла его. И сегодня он искал пути к изменению своей судьбы. Он хотел изменить свою жизнь, ищет Бога, желая обрести прощение за свои прошлые поступки. В его сердечном собеседовании звучала искренность. Он хотел не просто выйти на свободу, он желал избавиться от оков и начать новую жизнь. Искренность его слов отразила бедственное положение многих заключенных. В отчаянии искали спасения, однако многих из них было слишком поздно. Другие также хотели измениться и предпочли бы увидеть другое существование, но система затягивала их в бездну. Ситуация в Сальвадоре всегда оставалась сложной. Высокий уровень человеческих жертв из-за хаоса и насилия был привычным делом. Однако к 2023 году число жертв сократилось до 2,4 на 100 человек, что было важным знаком для страны. Но этот прогресс пришел не без жертв. Многие видели, как на улице все еще бушует еда без достатка. Конечно, тюрьма Сикот была лишь малой частью общей картины. За ее стенами царил бесконечный круговорот насилия и страха. А за пределами нее повседневная жизнь все еще колебалась между надеждой и ужасами. Заключенные снова ставили на карту свою судьбу. Каждая душа, оказавшаяся за стенами Сикота, стала частью длинной и трагической истории, отражающей страдания, надежды и безысходность. Каждый заключенный, каждый тюремный режим рассказывали о более широком социальном контексте, в который они были вовлечены. Сикот стала страшным символом социальной несправедливости, местом, где переплетались человеческие судьбы и жизнь, полная страданий. Но даже в этом аду кто-то ищет света. Кто-то надеется, что двери когда-нибудь откроются, и они смогут снова дышать на воле, пусть и в этом жестоком мире. Секрет Сикота заключен в том, что хотя это место наполнено страданиями, там также еще есть надежда, и даже в самых мрачных уголках тюрьмы свет может прорастать среди теней.